Друзья, всем привет! Сегодня хочу рассказать вам о литках, ответив на многочисленные вопросы, а также акцентировав внимание тех, кто совершенно не обращает внимания на такую, казалось бы, мелочь, но которая играет очень важную роль в пчеловодстве. Литок, его положение, расположение внизу или вверху, когда нужно закрывать, открывать какой литок, какой вообще использовать, и все о литках в годовом цикле. Итак, друзья, перед вами представлено специально три разных улья. Улей с нижним литком, улей с верхним литком и улей с двумя литками вместе, нижним и верхним сразу. Что необходимо отметить? Что литок является отверстием, технологическим отверстием, которое соединяет пчелиное гнездо, пчелиную семью, пространство внутриульевое с внешней средой. Поэтому куда именно будут влетать пчелы, также имеет очень важное значение. И в данном случае вы видите, как пчелы активно летают и через верхний литок, и как пчелы летают активно через оба литка, хотя, наверное, через нижний литок все же меньше. Итак, друзья, общая информация о литке. Относительно литка пчелы всегда формируют свою пчелиную семью, клуб пчел. В зиму, в весенний период напротив литка всегда находится расплодная часть гнезда. По бокам и к задней части пчелы складывают мед в более темную часть улья и, скорее всего, подальше от входа, чтобы потенциальные пчелы-воровки не могли быстро добраться до меда, чтобы пчелы могли успеть защитить. А также наиболее проветриваемая часть гнезда для оптимальных условий по расплоду находится напротив литков. Если пчеловод на зиму смещает, вот используя такие пластины, литковые заградители, которые продаются в комплекте, одна штука, смещает, задвигая, я на этом улье покажу, например, вот так закрыл нижний литок и оставил щель с одной стороны, а клуб, точнее семья у него находится по центру. Зачастую наблюдается такое явление, что пчелы смещают свой клуб, смещают расплодную часть гнезда в ту сторону напротив литка, где находится литок. Это, кстати, говорит о том, что обязательно нужно всегда формировать семью в зиму напротив литка. Если вы используете центральное отверстие, либо у вас нижний литок, прикрывать его нужно вот так, как у меня прикрыт улей с двумя литками. Вы видите, здесь у меня щель на 2-3 пчелы, и вот здесь вот также открыто отверстие. Тогда пчелы симметрично формируют рамки, расплодная часть в центре гнезда и по бокам медовые рамки. Следующая информация, на которую я ссылаюсь, это статья польских ученых, которую я нашел, изучил. Все параметры, которые они проводили исследования, сравнивая улей с верхним расположением литка и с нижним. Все параметры, которые они исследовали, оказались абсолютно независимы от литков. То есть частота в улье была, причем как с верхним литком, так и с нижним литком одинаково. Пчелы умудрялись выносить подмор и через верхний литок, и очищали улей. Единственный показатель, который отличался у этих двух ульев сравниваемых, это улей с верхним расположением литка собрал меда на 1/3 меньше улья с нижним литком. Конечно же, я говорю усредненно, улей в одном числе. Там была проведена, кому интересно, я оставляю ссылку под видео, можете почитать статью. Была проведена очень серьезная работа, приведена информация по количеству ульев. Ульи стояли через один, то есть это было реально настоящее испытание, настоящее исследование. После чего пришли к выводу, что использование нижнего литка дает большие привесы по меду. Итак, на этом этапе мы с вами поняли, что литок должен быть по центру улья, а также лучше всего, наверное, использовать нижний литок. Но выводы вы сделаете для себя сами. Следующий момент, для чего все-таки вообще нужен верхний литок, если с нижним больше меда и можно использовать только нижний литок. Наблюдая за пчелами, содержа их вот в таких ульях с нижним и верхним литком, я не выбирал, у меня не было тогда такой информации о том, чтобы только с нижним литком использовать или только с верхним. Я покупал готовые конструкции ульев, которые содержали два литка. Какое преимущество дает вот такое сочетание нижнего и верхнего литка? Прежде всего, это хорошая вентиляция зимой, если у вас глухое дно. С глухим дном через нижний и верхний литок осуществляется вентиляция улья.
В принципе, теплый воздух поднимается кверху. У пчел есть возможность вентилировать этот улей и при жаркой погоде, когда улей располагается на солнце. И плюс ко всему, зимой те водяные пары, которые поднимаются к верхней части улья, они легче выходят в верхний литок. Поэтому, если у вас глухое дно, то рекомендуется, по крайней мере, зимовать обязательно с 2 литками, открыв и нижний, и верхний литок. Что же делать весной? Мною замечено на основании личного опыта наблюдения за всеми ульями на пасеке, из года в год я вижу, что пчелы всегда через верхний литок начинают очень активно весеннее развитие. Я имею в виду лед весенний, они постоянно больше склоняются именно к верхнему литку. Почему верхний литок? Потому что по конструкции он располагается на 1/3 высоты сверху и находится где-то примерно там, где начинаются разделители Гофмана или заканчиваются, как вам больше нравится. И в том месте им проще покидать улей, быстрее они покидают рамки, чем ползти вниз и вылетать из улья. То есть здесь исключительно время на выход из улья. Поэтому, как правило, вверху теплее, активность повышается больше. Нижний литок ранней весной используется очень слабо. Поэтому весной рекомендуется использовать верхний литок. Что же дальше делать, когда семья продолжает развиваться? Она развивается, разрастается. Если там была слабая семья, она через нижний литок практически не летает, потому что пчелы в основном находятся вверху рамок. С течением времени семья наращивается, осваивает нижний литок. Некоторые пчелы вылетают также из нижнего литка. В нижнем литке ставят охрану. Кстати, если говорить об охране и защите пчелиного гнезда, то проще им защищать всегда верхний литок, потому что на уровне верхнего литка всегда находится большее число пчел. И если делать какие-то облетники, нуклеусы, то отверстие всегда лучше делать вот таким образом, где-то немножечко повыше, потому что снизу всегда легче пробить защиту слабой семьи, так как там нет пчел-охранниц. При наступлении развития семья осваивает оба литка. У меня были интересные семьи, за которыми я наблюдал. Был такой момент, когда на медосборе семья прилетала в верхний литок, отдавала нектар, и выходили пчелы только из нижнего литка. То есть я не видел в том конкретном наблюдаемом улье. Несколько таких семей у меня было. Я наблюдал эти моменты. Это очень интересно смотреть, как прилетающие пчелы исключительно прилетают в верхний литок, а выходят только из нижнего. Ни одна пчела не прилетала в нижний литок, ни одна пчела не вылетала из верхнего литка. Настолько была четко организована работа по медосбору. Но это на активном медосборе, вот именно так они себя вели. Опять же, если мы говорим о медосборе, 2 литка всегда лучше, потому что есть такое понятие, оно везде, и в транспорте, и у людей, и у пчел, как пропускная способность. Когда мы открываем на 1, 2, 3 пчелы или полностью на всю ширину дна, то мы увеличиваем тем самым пропускную способность. Весной эта пропускная способность должна быть минимальной для того, чтобы не было каких-то различных нападов сильных семей на слабые. Также при окончании медосбора и закармливании семей такая же картина. А вот на медосборе уже мы открываем литки для того, чтобы пчелы не забивали литковое отверстие, не было очереди, и они быстренько могли передавать нектар и лететь снова за новыми порциями нектара. Итак, друзья, возникает вопрос. Если мы используем с вами нижний и верхний литок, и говорим о том, что это в ряде случаев положительная зимовка и также медосборы плюс вентиляция при условии использования глухого дна, то что же делать вот с такими ульями? В основном все улья ППУ не имеют верхнего литка. Данный момент и данный вопрос остается вам на рассмотрение для того, чтобы вы для себя решили, необходимо ли вам делать там литковое отверстие. Сделать его, конечно же, можно, просверлив отверстие диаметром 25 мм и поставив какую-то вот такую чашечку. Кстати, я не сказал о том, что литки бывают двух типов. Это либо щелевой литок, либо круглый литок. Как правило, и нижний, и верхний также можно делать щелевым. То есть и внизу щель, и вверху такая же может быть щель и точно так же закрываться. Это тоже все зависит от производителя и от того, как вы сами изготовите, какой вариант вы для себя выберете. Следующий момент, друзья.
на которые необходимо обратить внимание, это некоторые сложности при использовании вот такой системы с верхним и нижним литком. Я говорю, что весной они преимущественно летят через верхний литок, но есть еще такой момент, как сбор пыльцы. И вот если мы начинаем с вами собирать пыльцу весной или туда там ближе к главному взятку, у кого, то есть какие пыльценосы, не будем заострять на этом внимание. В общем, вы решили собрать пыльцу. Вот тут могут наступить сложности. Сложности с тем, что, во-первых, конструкция вашего пыльцесборника может не подходить для нижнего литка, а только для верхнего. Например, если у вас не такая подставка, как у меня, а что-то будет мешать снизу, и когда вы установите сюда пыльцесборник вместо прилетки, то он у вас будет свисать вниз. Там есть два нюанса. А если улей стоит ниже, дождь пойдет резко, может забивать в этот пыльцесборник и капли воды, и даже земля лететь снизу. И второй нюанс, это даже просто вода может попадать на пыльцу. Хотя, конечно, не всегда бывает сбор пыльцы в дождевые дни, но тем не менее, нюанс такой есть. Второй момент, это установка пыльцесборника верхний литок. Если вы поставите на верхний литок, тогда нижний нужно полностью закрывать. Причем, если вы просто закроете такой планкой в режим вентиляции, очень много пчел будет там толпиться, которые привыкли летать именно через нижний литок. Они будут пытаться выйти, это будет создавать определенную панику, определенное замешательство. Некоторые пчелы будут по-прежнему думать, что они закрыты, пока не переучатся. Поэтому, если вы собираете пыльцу пыльцесборниками, то вам необходимо об этом подумать. И заранее рекомендует литература за 2 недели, за 10 дней как минимум переучить пчел на тот литок, на который будет установлен пыльцесборник. Я в свою очередь пробовал варианты устанавливать 2 пыльцесборника и вниз, и вверх. Ну, сами понимаете, это очень затратно по количеству пыльцесборников. Единственное, только если вы хотите собрать пыльцы для себя и только с некоторых сильных семей, тогда вы можете позволить себе установить 2 пыльцесборника, нижний, верхний, и таким образом беспрепятственно насобирать пыльцы. Поэтому, друзья, я желаю вам успехов в развитии ваших пчелиных семей с учетом той информации, которую вы сегодня узнали о литках. Литок — это очень важно, хотя и является такой незаметной мелочью. Поэтому, друзья, я желаю вам успешного развития с учетом той информации, которую вы сегодня узнали. И желаю, конечно же, вам принять оптимальное решение для своей пасеки относительно использования литков. Всем мира, здоровья, всем пока.